Всем привет! Добро пожаловать на мой канал «Северный Кипр глазами студента». Меня зовут Полина. В этом видео я хочу с вами поделиться о своем переезде на Северный Кипр и, собственно говоря, причины, по которым я здесь оказалась. Как я уже упомянула в прошлом видео, сюда я приехала на обучение. Я обучаюсь в университете Eastern Mediterranean University. До этого я прилетала сюда в отпуск. Все-таки этот остров меня зацепил своей изюминкой. Климат, культура, люди. В октябре 2022 года я прилетела на Кипр в отпуск, и также я решила съездить на разведку в университет. У меня было собеседование с деканом нашего факультета, Tourism Faculty, и декан поделился со мной информацией про поступление, про процесс поступления, и рассказал от и до про документы, которые необходимы для поступления в университет. А также в качестве комплимента декан мне предложил чай или кофе. При поступлении в сентябре я узнала, что декан нашего факультета стал уже ректором, и я очень за него рада. Далее, после отпуска, я вернулась в Россию и решила более детально изучать информацию самостоятельно про университет. Диплом какого образца я получу, как проходит обучение, а также на каком языке обучают, турецком или английском. Так как Кипр делится на две части, греческую и турецкую, но большую часть занимает греческая часть. Но я обучаюсь на турецкой. Много вопросов было в голове, и, к счастью, я на все из них, практически на все из них, я нашла ответы. Честно сказать, конечно же, был страх обучения на другом языке, на английском. Но в России, когда я обучалась в колледже, я также советовалась параллельно с моим преподавателем по английскому языку, как она считает, смогу ли я ужиться в этой среде английского языка, либо же все-таки придется мне поступить сначала на дополнительные курсы. Университет предлагает дополнительные курсы изучения языка, если ваш уровень не доходит до нормы. В конечном счете я решила рискнуть. Также в сентябре 2023 года передо мной стоял сложный этап – поступления. Я очень переживала, очень волновалась. Представьте, вы летите в неизвестную страну, не знаете, какая культура, что делать, как идти, куда в первую очередь податься. Но у меня как раз был человек, который мне помогал с поступлением, а для вас я могу предложить свои услуги, и я также могу вам помочь с поступлением. Но, как оказалось на самом деле, процесс поступления – это несложный этап. Для начала вы подаете онлайн-заявку на портале нашего университета. Там все структурировано и все очень понятно расписано. Вы подаете такие документы, как копия загранпаспорта, либо ID, также переведенный аттестат на английский язык, либо диплом и фотографии. После подачи онлайн-заявки через несколько дней вы должны получить приглашение от университета на поступление. В этом приглашении у вас указывается сумма невозвратного депозита. На момент моего поступления сумма составляла $1200, которую необходимо будет оплатить. Зачастую будущие студенты думают, что депозит нужно оплачивать сразу онлайн. Но если у вас нет такой возможности, я вас утешу. Депозит этот можно оплатить по прилету. Следующий этап – это ваш физический прилет на Кипр и поход в регистрационный офис университета. Там вы должны будете предъявить уже документы ваши в оригинале, такие как загранпаспорт либо ID, фотографии и диплом либо аттестат. Выбираете факультет, заполняете бланк при поступлении, в котором указываете факультет и другую информацию, и большую папку с вашими документами вы прикладываете вместе с этим бланком и отдаете в регистрационный офис. Затем вас регистрируют и выдают специальный номер, с помощью которого вы заходите на портал университета и вводите. Затем проходите там проверку, и в целом все становится вам более понятно, как пользоваться этим порталом. Процесс регистрации довольно-таки длительный процесс, поэтому рекомендую вам приходить в регистрационный офис с самого утра. После того, как вы зарегистрировались на портале университета, вам необходимо будет пойти, собственно говоря, в ваш департамент для переговоров с адвайзером. Адвайзер – это человек, который на протяжении всех лет вашего обучения будет составлять вам расписание, помогать с обучением, ну и в целом давать подсказки. Этап поступления, как ни крути, стрессовый этап, особенно за границей. К нему нужно отнестись со спокойствием и пониманием. Но чтобы избежать этого всего, я к вашим услугам. Вы можете обратиться по любому вопросу ко мне, я вам с удовольствием помогу. С поступлением я могу все заявки подать за вас, вам останется только прилететь на Кипр, я вас встречу, все организую,
сделаю специальную экскурсию по университету, помогу оформить студенческую визу, а также зарегистрировать ваш телефон на Северном Кипре. Для этого вы можете со мной связаться либо в комментариях, либо в других мессенджерах, таких как Telegram, WhatsApp и запрещенная социальная сеть в Российской Федерации. Ссылочку на все социальные сети я оставлю в описании. В следующем видео я хочу с вами более подробно поделиться о своей новой жизни здесь. Видео подошло к концу. Спасибо большое вам за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До скорых встреч. Всем пока!